Кепчелик шунчалиш, мардежлик пуалиш, канде тирано совикем кошкалеш. Эрта марем кодеш кумале, муке мыйын ераталме йолташем. Эрта марем кодеш кумале, муке мыйын ераталме йолташем. Всем привет! Проснулись, улыбнулись. Сегодня мы будем с вами смотреть наших котиков. Я сама их еще ни разу не видела, но интересно будет посмотреть. Увидела в инстаграме. Так что вот. А сейчас мы с вами находимся на ЖД и автовокзале. Ну, точнее, бывшем автовокзале. Вон он там. А вот ЖД вокзал. Такой. Также поставили такой поезд, который не видела ни разу я еще сама. Итак, это первая кошечка, ее зовут Дымка. Вот у нее такой чемоданчик, в нем хранятся разные воспоминания, фотографии, марки, открытки, также сувениры для туристов. Следующий котик у нас находится рядом со Сбербанком, это кот-банкир. Вот он еще один котик. Это котик Карл. Он будущий банкир. В общем, все монетки, которые у него остаются, он откладывает для того, чтобы потом отдать на благотворительность. Он разбирается в банковских счетах и работает в Сбербанке. Вот он сам Сбербанк. Это главное отделение у нас. Это у нас такой театр балета. Там находится кошечка, вон с ней сфотографируется сейчас. Это кошечка Бусинка, и она хочет стать в будущем балериной. Она верит в то, что даже у маленьких котят получится осуществить свою мечту. Вот так вот ее нарядили. Кстати, обычно они находятся без таких одежек. Не знаю, кто-то, может, из туристов одел, или сами в театре шили для нее этот костюмчик. Это находится в центре города. Немножко поправка. Это театр оперы и балета. Так что вот. Такая красота. Постоянно какие-то представления. Ну, а у нас сегодня выходной. Поэтому очень много туристов. Будем вам все показывать, рассказывать так же, как и им. Вот, собственно, туристические автобусы. Сейчас на данный момент их 5 штучек. Также там находится вот это вот здание, это политех, университет. Ну а мы с вами отправляемся к Ёшкиному коту. Ёшкин кот — это как бы отец этих котят. Есть Ёшкина кошка. Если я ее найду, я вам, конечно же, ее тоже покажу. Вот сейчас проводится экскурсия, рассказывают все. Там у нас сувениры, сам котик. Вот он, Ёшкин кот. Тут у него газета «Голая правда», и эта рыба изображает букву Ё в честь города. Что вот так вот. Еще будет 7 котят. В общем, вот столько у нас туристов, все приезжают с разных городов, все хотят погулять по городу, увидеть набережную, вообще посмотреть на этих знаменитых котов. А сейчас мы будем с вами дожидаться, когда будут играть часы. Я вам сейчас про них немножко расскажу и подсниму для вас вообще эту красоту. Сейчас мы с вами находимся в центре города. Эти часы расположены как раз таки там, где находится Национальная галерея. Вот она, сейчас я вам покажу. Вот так вот она выглядит, такая большая. Вот сами часы. Называется вообще эта композиция «Явление иконы Божьей Матери Троеручицы». Вот.
Она будет на спине у ослика. Я вам как раз это сейчас все засниму, покажу, увидите. Это очень, на самом деле, красиво, очень интересно. Очень многие туристы приезжают ради этого сюда также. Сколько людей. Еще один автобус. Да, получается, сначала открывается левое окошко с иконой, затем выезжает сам ослик с иконой как раз-таки Божьей Матери, и потом открывается второе правое окошко, и все. На этом все заканчивается. Мы добрались с вами до парка культуры. Чтобы найти кошечку и риску. И у нас пока что попадаются все котята, девочки. Я вижу ее, и она тоже наряжена в какой-то костюм. Вот она, кошечка Ириска. Видимо, их одели на зиму, чтобы они не замерзли. Она стоит с мороженым. Эта кошечка встречает детей, махает им. Также она дружит с местной белочкой, которая там бегает. Возможно, кстати, поэтому она стоит на возвышенности, чтобы можно было положить какую-нибудь вкусняшку для белочки, чтобы покормить. Вот. Но история особо не такая разнообразная, как у других котят, но, в принципе, тоже очень интересно. Вообще, это была задумка городских властей сделать этих кошек. И вообще здесь очень много всего изменилось, очень много всего появилось. Отправляемся мы с вами в противоположное направление, на Патриаршую площадь, по-моему. Будем искать по счету, это наша какая кошечка? 4-я или 5-я? 5-я, скорее всего. Даже, смотрите, дети что-то продают. Давайте купим. Тоже из необычного, что появилось. Вот такая композиция. Не знаю, что это. Но тут зеркала такие. И людей это привлекает, как сами видите. Мы немножко с вами поменяем маршрут, потому что мы иначе пропустим 2 котиков других. Поэтому мы направляемся в другую сторону, к музею. По-моему, это музей марийской культуры, если я не ошибаюсь. Но когда будем на месте, посмотрим и узнаем точно. Здесь очень красиво, и туристов нету. Можно спокойно прогуляться. Итак, пока мы с вами гуляли, мы дошли до Царево-Кокшайского Кремля. Вот такие массивные ворота. Вход бесплатный. Ярмарки здесь проходят в выходные. Вот как раз сейчас воскресенье. Сейчас тут ярмарка такая с медом. Господа курортники, все за мной, пошлите. И опять же туристы. Везде туристы. Но по всем таким местам, конечно, будет много туристов. Туда можно подняться наверх, если что. Там можно прогуляться. А давайте мы с вами поднимемся как раз.
смотрите. Взяла попробовать шашлык. Как раз последний кусочек оставался. Очень вкусно. Очень вкусно. Приятного аппетита всем! Всем привет! Проснулись и улыбнулись. Сегодня я в Чебоксарах. Немножко покажу вам город. Вообще расскажу что-нибудь, то, что знаю о нем. Ну, и увидите все остальное дальше. Ну вот, в общем-то, и прошла поездка до Чебоксар. Надеюсь, вам понравился сам залив. Ну, в принципе, в Чебоксарах больше и особо нечего показывать. Вот еще одна интересная локация для вас. Не знаю, что это, но здесь очень интересно, очень много скульптур разных и сказок. Например, Баба-Яга. А это Маша в корзинке у медведя. Также тут есть леший. Много-много всего интересного. Вон лягушка, которая поймала стрелу царевна. Водяной. Кощей Бессмертный даже. Что такое тусовка? Лиса и колобок. Даже такое есть. Ну а мы продолжаем наш путь дальше. Дальше ищем все остальное, всех котят. Вот он, котик наш, котик Василий. А мы находимся в музее истории города Ишкралы. Вот так вот. Котик Василий вообще, он любит город, он любит делать зарисовки города, красивых мест, он любит историю и также любит вообще изучать его. Так что вот такие вот у нас котятки. Я вообще вам обещала показать город, вообще саму набережную в дневное время и в ночное, как оно выглядит. И сейчас как раз-таки мы направляемся к 6-му котику. Увидим набережную в дневном свете, как она выглядит. На самом деле очень красиво, похоже на Венецию, поэтому будем смотреть. Здесь тоже часы бьют, я не знаю раз сколько, но здесь выходит 12 апостолов. Сегодня, наверное, мы не успели уже, но, возможно, будет еще. И, может быть, я вам покажу это все. А так, вот это вот все само место,
Это называется Патриаршая площадь. А вот и пони. Смотрите, какая. Даже шариком. А это котик Барсик. Он ловит рыбу, но вместо того, чтобы ее съедать, он ее отпускает обратно, но при этом он загадывает сначала желание. Вот такая вот история у этого котика. Вообще, для кого на что похоже? Кто-то говорит, что похоже на Венецию, кто-то говорит, что похоже на итальянские домики. Вообще, здесь получается смесь всего. Очень интересная такая задумка. А вот так вот выглядит ЗАГС. Также у ЗАГСа есть скульптуры, куда без этого, молодожены. Так что сейчас мы с вами посмотрим. И вот. С другой стороны. Ну а мы с вами направляемся вот туда. Вроде как следующий котик должен быть там. Это наш последний будет котенок. Но и надеюсь, то, что я смогу найти сегодня кошечку Ёшкину. Котика посмотрели, показала, а кошечку нет. И котят зато успели посмотреть. Вот так. Теперь воля вольная, ласковый ответ включает. Ответь. Даже тут меня опередили туристы. Быстрее нашли котика. Хотя бы знаю, куда идти, если что. Иду за туристами. Мы с вами даже раньше нашли кошку. Вообще, Ёшкина кошка. И вместе, кстати, с котом она тут. Вот так вот. Раньше она находилась на вокзале, рядом с вокзалом. А потом ее перенесли, вот как я правильно поняла, как мне объяснил экскурсовод один, то что 2 года назад ее перенесли сюда. Не знаю, с чем это связано и почему, но, скорее всего, потому что здесь удобнее локация, так как это центр, и многие туристы идут сюда гулять, чем нежели искать ее где-то рядом с вокзалом. Так что вот. И многие экскурсоводы, которые вообще водят людей, они в основном не показывают этих вот новых маленьких котят. Но я зато вам покажу и расскажу про всех. Мы добрались до последнего котика Мурзика. Такой. Ему шапочку-то. История его заключается в том, что он любит учиться, математику, любит учится в каташколе. И в свободное время он приходит сюда, играет на гитаре, ему нравится музыка тем, что людей это успокаивает и радует. Так что вот, всех вам показала. Мы, считайте, прошли по всему городу, и я думаю, что, скорее всего, где находятся вот эти вот котики, там находится главная достопримечательность Йошкар-Олы. И вообще это в основном в центре все. Ну а мы на этом заканчиваем. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, вообще что-то узнать про город и вообще увидеть его таким, какой он у нас есть. Так что всем до скорых встреч, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Всем пока!